Всем привет, с вами Фокс, и сегодня у меня на обзоре пистолет-пулемет Heckler Koch MP7 Navy, вторая версия. Пистолет-пулемет приходит вот в такой черно-красной коробке с надписями HK и No Compromise. В коробке находился сам пистолет-пулемет, магазин на 40 шаров и инструкция. Вот так выглядит сама инструкция от Umarex. MP7 используется спецподразделением DevGru, а также распространен в Европе. Корпус пистолета-пулемета выполнен из пластика, нанесены правильные маркировки. Только вот эта белая надпись говорит о лицензии от Heckler Koch, но ее очень легко можно удалить. Также снизу на планке нанесены неправильные маркировки, но это только на второй версии, первая шла с нормальными. Сверху по всей длине у нас находится металлическая рейс-планка, на которой расположены механические прицельные. Они имеют два режима, это low profile пистолетные, прицельные без белых точек. И если их поднять, то мы получаем полноценные прицельные, которыми удобно пользоваться с разложенным прикладом. Приклад здесь имеет 4 позиции, 1 сложный и 3 позиции длины в разложенном состоянии. Тыльник приклада сделан из пластика, подогнан хорошо, люфта практически нет. А также есть аж 6 проушин для крепления ремня, 2 на прикладе и 4 на корпусе. Все органы управления, такие как переключатель режима огня, кнопка сброса затворной задержки, кнопка сброса магазина, продублированы для удобства использования как левшой, так и правшой. На передней части в версии Navy идут 3 рейс-планки, одна снизу и по бокам. В отличие от версии А1, в которой снизу стоит складная рукоять, тут можно поставить что вам угодно. Также в версии 1 нет планок по бокам, их нужно докупать отдельно. ДТК здесь металлический, не стальной, да и вообще стали тут кроме пинов и винтов нет. УСМ я не смотрела, но думаю, что и там все сделано из сплава. Спереди есть колесо, это регулировка хоп-ап. Крутя против часовой, вы увеличиваете давление на резинку. Механизм сделан длинной пластиковой тягой, которая находится вот здесь. Регулировка довольно-таки тугая, но это, я думаю, для того, чтобы не сбивалась от отдачи. Резинка хоп-ап во второй версии хорошая и не по подтвержденной мной информации может загрузить даже 0,36 шары. Проверить не могу, потому что на улице минус 20, это не то, что подходит для ГББ. Я же планирую использовать 0,30 шары. Магазин здесь металлический, довольно такой увесистый, клапаны тихой конструкции. Про надежность пока ничего не могу сказать. Есть расширение для шариков. Это удобно, не нужно специального переходника для ГББ. Губки здесь пластиковые, входит 40 шаров. Есть маркировка HK на пятке и отметки по бокам по количеству патронов. Также спусковой крючок здесь сделан по типу Глока с предохранителем от случайных нажатий. Давайте теперь сделаем неполную разборку. Вот мы сделали неполную разборку. В передней части у нас вставлен ключ для регулировки хоп-ап. Он держится на резинках, сидит очень плотно. Вытащить его можно, просто подтянув с усилием. Ну а теперь переходим к самой важной части – внешний ствол.
Сколько проблем с ним было в первой версии не перечесть, а все потому, что он был сделан из пластика. Внутреннее устройство очень сложное, по сути это как кожух, состоящий из двух частей, поэтому внешний ствол был по сути просто две пластиковые половинки, скрепленные между собой. От этого было и столько много проблем. Скорее всего, это было связано с тем, что VFC скорее хотела выпустить свой пистолет-пулемет на рынок, а во второй версии она, конечно, сделала работу над ошибками, и теперь внешний ствол у нас металлический. Не сталь, конечно, но и на этом спасибо. Теперь можно устанавливать глушитель и не бояться сломать резьбу. Резьба у VFC своя, плюсовая, поэтому при выборе аксессуаров смотрите, чтобы они были именно для VFC. Также аксессуары от первой версии подходят ко второй, поэтому если у вас уже были какие-то аксессуары на первую версию, мне придется покупать новые. Стволик здесь 182 мм, что неплохо для пистолета-пулемета. Также можно установить Power-Up глушитель от Angry Gun с внутренним стволиком. Тогда получится полноценная первичка, которая стреляет метров на 60. Теперь давайте перейдем к задней части. На ней у нас есть дополнительная крупная пружина для большей скорострельности. Помогает вернуть быстрее затвор назад. Также возвратная пружина с металлической направляющей. Пластиковая ручка взвода затвора. И массивный затвор с нозлом. Также во второй версии установили усиленную рампу подачи. Теперь давайте соберем пистолет-пулемет обратно и продолжим. Итак, вот мы его и собрали. Давайте теперь принарядим его для DevGru. Итак, вот мы его немного приодели. Также не могу не упомянуть, что MP7 от VFC единственный на рынке имеет правильный размер. Все его конкуренты меньше на размер, где-то равные ДТК. Также MP7 от VFC имеет правильный сброс затворной задержки. Для этого нужно, как у боевого, нажать на рычажок вниз, в то время как у KSC и у Marui нужно нажать вверх. Ну и еще один из плюсов VFC – это его отдача. Вот так это круто выглядит, а ощущения непередаваемые.
все никак не могу к ней привыкнуть, это очень круто. С коробки она выдает где-то 110-120 метров в секунду, что вполне хватает для CQB, ну а кому-то большего и не надо. Я планирую его использовать с прицелом T1, пекло 5, рукоять Magpul RVG, также осталось дозаказать фонарь Surefire 600 Scout, а также жду посылку с глушителем PowerUp от Engrigan. Как придет, найду хрон и обязательно сделаю обзор на него. Ну а теперь подведем итоги. MP7 от VFC, продающийся под брендом Umarex, теперь имеет еще больше плюсов. Один из них это, конечно же, маркировки. Но хотя, если подумать, возможно, первая версия была лучше из-за нижней планки. Также к плюсам хотела бы, конечно же, отнести отдачу. Отдача здесь просто потрясающая. Еще бы к плюсам отнесла регулировку Hop-Up. Хотя не могу сказать, насколько она точная и надежная, пока опыта использования мало, но, возможно, в будущем сниму апдейт видео. Конечно, к плюсам отнесу правильный размер, ну и с появлением второй версии это металлический внешний ствол. К минусам бы отнесла внутреннее устройство, сама не проверяла, но говорят, что там все очень сильно замудрено и сложновато в обслуживании. То есть, если вы хотите поменять даже резинку, то вам придется помучиться. В основном минусов я не нашла. Цена для MP7 у всех производителей примерно одинаковая, поэтому придется посидеть, подумать, взвесить все за и против перед покупкой. На этом у меня все. Если у вас остались какие-либо вопросы, то задавайте их в комментарии. Всем пока!